Здравствуйте, уважаемые друзья! С вами я, Юрий Тюченко, кандидат ветеринарных наук, и в этом видеоподкасте рассмотрим, как правильно составить рацион для кошек, используя только натуральные продукты. Правильное и сбалансированное натуральное кормление для кошек очень важно. И натуральные продукты для них, наверное, более важны, чем для собак. А все потому, что кошка является облигатным хищником. Это значит, что кошка самый что ни на есть настоящий хищник и без продуктов животного происхождения долго жить не сможет. Собака тоже считается хищником, но собака за свою историю жизни рядом с человеком, а это более чем 15 тысяч лет, все-таки привыкла к рациону человека. Всеядной собаку тоже назвать нельзя, но в ее рационе все равно должно быть больше и всевозможных каш, и клетчатки, а белковой пищи наоборот может быть меньше. С кошкой дела обстоят совсем по-другому. Кошка как была сама по себе, так и осталась таковой. Она намного меньше поддалась одомашниванию, чем собака. И если ее выпустить в дикую природу, то она абсолютно не пропадет, лишь бы была свойственна ей кормовая база. Охотничьи инстинкты у нее не просто очень хорошие, а отличные. Собаку с волком уже сравнивать нельзя. Уж очень они отличаются друг от друга по многим физиологическим показателям. А вот кошку с рысью можно. Так вот, основу рациона кошки должно составлять мясо, мясо и еще раз мясо. Причем подчеркиваю ваше внимание, что это должно быть сырое мясо. Мясо на кошек имеет просто чудотворное влияние. И я не перестаю удивляться, что когда я держу в руках кусочек свежего мяса, то как молниеносно, буквально в течение нескольких секунд преображается моя кошка. Ладно, у нее при этом сразу меняется настроение, подвижность и особым образом блестят глаза, но как за эти секунды у нее начинает сиять шерсть, шерстный покров просто преображается и становится в несколько раз лучше. Вот это фантастика! Представляете, как у кошки за эти несколько секунд активизируется обмен веществ? Вот точно такие же реакции и даже намного сильнее у кошки происходит в момент охоты. Это колоссальный всплеск энергии. Это просто вулкан. И эту энергию кошке может дать только пища животного происхождения. Поэтому мясо в рационе кошки должно составлять до 70%. В принципе, даже если кошку кормить только одним мясом, то она будет чувствовать себя прекрасно, но продолжительность жизни будет значительно меньше. И на фоне избыточного белкового питания у нее быстрее будут развиваться такие характерные для кошек болезни, как мочекаменная болезнь, хронические заболевания почек и другие. Поэтому вы должны помнить, что нельзя брать дикую природу за идеальный пример кормления. В дикой природе кошка должна выживать, а у вас дома она должна как можно дольше оставаться живой, здоровой, жить подольше и вас радовать. Но все равно мясо – это основной компонент здорового питания кошки. Чем же кормить кошку в домашних условиях? Таких продуктов очень много. Первое – это мясо, рыба, которые содержат наибольшее количество белка. Второе – это всевозможные молочные продукты, и молочно-кислые, и яйца. Также кошке для полноценного питания нужны и животные жиры, и растительные. Для нормального пищеварения кошке нужна клетчатка, которую она должна получать за счет потребления каш и овощей. Овощи даются как в тушеном виде, так и в свежем. Чтобы кошка подольше оставалась здоровой и подольше жила, рацион кошки надо составлять по количеству, калорийности, химическому составу корма и учитывать подготовку кормовых продуктов. При этом надо обязательно учитывать образ жизни и состояние здоровья кошки. Все эти вариации называются видами диет для кошек. Диет действительно очень много, и владельцу все их знать не обязательно. Но понимать, что к чему, очень желательно. Диетами профессионально должны заниматься ветврачи-диетологи. Хочу сказать, что диета занимает очень важное место в лечении многих заболеваний. И она является неотъемлемым элементом комплексной терапии многих заболеваний у кошек. В этом видеоподкасте мы рассмотрим алгоритм составления рациона для здоровой кошки. В природе кошка питается в основном мышами и мелкими грызунами. И для удовлетворения всех своих жизненных потребностей кошка за сутки должна поймать около 10-12 мышей. А одна мышка – это где-то 30 килокалорий. Кошке за сутки требуется около 75 калорий на 1 кг веса. И если средняя кошка это где-то килограмма 4 веса, то отсюда и 10-12 мышей. Причем отметьте, что кошка ловит свою добычу в течение суток. Поэтому ее организм приспособлен к такому частому ритму кормления.
И в идеале было бы неплохо кормить кошку до 10 раз в день и при этом разбивать суточную норму калорий. Но, увы, на практике так не получается. Поэтому практикуют кормление кошки пару раз в день, если кормить натуральным кормом. То есть владельцы кормят кота или перед выходом на работу, или после прихода с работы. И даже если кот не съел весь корм сразу, то миску все равно на день убирают. Это не лучший вариант, ну а что делать, если нет другого выхода? Производитель сухих кормов, наоборот, рекомендует свободный доступ к корму, мотивируя это тем, что сухой корм может лежать в миске достаточно долго и не портиться. Как вариант, это тоже выход из положения, но надо очень жестко придерживаться норм кормления, которые указаны на упаковке с кормом. На практике получается так, что владельцы насыпают не то что приблизительную норму, а с большим запасом, чтобы котик не чувствовал дискомфорта и не голодал. И в результате такого подхода практически всегда после пару лет такого кормления у котов наблюдается избыточный вес. Коты, как хищники, не усваивают витамины из растительной пищи. И об этом надо всегда помнить. Сколько бы вы ни давали коту морковку или другие овощи, и даже в правильных пропорциях, дефицит основных витаминов в организм вы не пополните. Ведь витамины группы А, В и витамины D усваиваются только из кормов животного происхождения, из мясной пищи. Очень многие знают или просто наслышаны, что кошкам очень важен таурин. Это аминокислота, которая выполняет очень много разных функций в организме кошек. Она необходима для выделения желчи, функции зрения, сердечной мышцы, работы нервной и репродуктивной и иммунной систем. Природный рацион хищника обеспечивает поступление с пищей достаточного количества таурина. Однако в крупах и злаках уровень таурина является недостаточным для кошек. Поэтому диета, основанная на растительных белках, не позволяет обеспечить необходимый кошкам уровень таурина. Итак, мы подошли вплотную к составлению рациона. Исходим из того, что взрослой кошке за сутки требуется около 300 килокалорий. При оптимальной потребности в белке 6,3 грамма на 1 килограмм веса. Углеводы надо в половину меньше, значит их надо где-то 3,1 на 1 килограмм веса. И жиров кошки надо где-то 2,25 на 1 килограмм веса. Итак, как я уже сказал, что основа рациона кошки это мясо. Его в рационе должно быть 60-70%. Мясные продукты являются основным источником белка, жирных кислот, фосфора, витаминов группы В, Д и А. Мясо надо давать кошке сырым, в крайнем случае ошпаренным, если уж очень сомневаетесь в его качестве. Я в одном из своих предыдущих видео подробно останавливался на этом вопросе, что можно давать в сыром виде, а что лучше проверить. А то в этом вопросе тоже очень много мифов. Чем разнообразнее мясо в рационе, тем лучше. Лучше всего давать кошке мясо разных видов животных. Причем под мясом я имею в виду не только его мускульную часть, а и всевозможные субпродукты, такие как печень, почки, легкие. Фактически, давая кошке все это мясное разнообразие, вы приближаете ее рацион к природному. Ведь в мишке есть все эти компоненты. Единственное, что надо помнить, что если вы часть мясного рациона заменяете каким-то субпродуктом, то следует учитывать его энергетическую ценность. Как правило, в субпродуктах содержится меньше и энергии, и белка, поэтому существуют коэффициенты замены. Если мы за основу берем мясо, то допускается заменять субпродуктами на 25-30%. То есть, если в среднем потребность кошки в мясе 100 грамм в сутки, то можно скомпоновать рацион в таком виде. Дать 70 грамм мяса и вместо недостающих грамм дать кошке, например, легкие. Так вот, легких надо дать уже не 30 грамм, а 60, так как их энергетическая ценность в 2 раза ниже, чем у мяса. А если мясо скомпоновать, например, с печенкой, то печенке можно дать 40-45 грамм, так как печень по своей энергетической ценности почти не уступает мясу. Субпродукты, как и мясо, тоже лучше скармливать в сыром виде. 2 раза в неделю можно вместо субпродуктов давать морскую рыбу. Лучше постных видов или умеренно жирную. То есть рыбу тех видов, которые содержат максимум до 8% жира. Рыбу можно давать и чаще, но в таком случае рыба не должна превышать 10-15% от общей калорийности рациона. Часть мясного рациона можно заменить и другими продуктами. Например, можно и нужно давать яйца, но не более 2 яиц в неделю. Также кошкам даются кисломолочные продукты, кефир, сметана. Опять же, они должны быть невысокой жирности, до 8%. Очень полезным кошкам и молоко, в разумных пределах, конечно же. Для нормального пищеварения кошкам также нужна и клетчатка.
Для этого в рацион добавляются овощи. Овощи добавляют в рацион как в сыром виде, так и после тепловой обработки. Капусту рекомендуется давать только в тушеном виде или вареном виде. Морковь в сыром, натертой и перемешанной с каким-то жиром. Свеклу дают чаще всего вареной. Многие кошки почему-то любят свежие огурцы. Ну и на здоровье. Немножко можно давать, пусть грызут. Самое главное, что при даче овощей не надо перебарщивать. Очень многие владельцы часто забывают, что кошка это все-таки плотоядное животное и стараются запихнуть в свою кошку как можно больше овощей. Это неправильно. Пользы от этого никакой. А расстройство пищеварения и даже воспалительные заболевания желудочно-кишечного тракта могут быть. Овощи не должны превышать 80% от общей калорийности рациона. И в соотношении к мясу даются 1 к 5. Это где-то в пределах 20 грамм для взрослой кошки в сутки. То есть около 5 грамм на 1 килограмм веса. Ну, плюс-минус. Также в рационе должны присутствовать и крупы в виде каш. Их количество в рационе кошки тоже должно быть незначительно. Ведь кошка это плотоядное животное. И тоже даются в таких же пропорциях, что и овощи. Где-то 1 к 5. То есть тоже это будет в пределах 20 грамм на голову в сутки. Есть и другие мнения насчет каш. Многие рекомендуют давать кашу в половинном размере от веса мясных продуктов. То есть если мясо вы даете 100 грамм, то тогда каша должна в рационе быть в пределах 50 и даже до 80 граммов. Кашей и овощами можно регулировать вес животного. Если мяса в рационе достаточно, но вы видите, что животное худовато, то тогда можно увеличить количество каши и овощей. Каши желательно чередовать. Что касается витаминно-минеральных добавок, то я скажу следующее, что при сбалансированном кормлении натуральными кормами, как правило, их поступления в организм достаточно. Но пару раз в год для профилактики их тоже можно давать. Но лучше всего это надо делать после консультации с ветврачом. Не надо думать, что если вы чего-то дадите больше без необходимости, то это будет лучше. Это дополнительная нагрузка на иммунную систему и риск возникновения аллергии. Вот и все, что касается основных подходов к составлению оптимального рациона для кошки. В следующих видеоподкастах мы обязательно рассмотрим роль и ценность всех компонентов натурального рациона кошек по отдельности. А пока всего вам доброго, здоровья вам и вашим любимцам, подписывайтесь на наш канал и до новых встреч!